Доброе утро. Мы находимся с вами в аэропорту города Гуанчжоу и через полчаса вылетаем в город Чэнду. Посмотрим с вами всякие достопримечательности и я очень надеюсь, что посмотрим панд. Погнали! Гуляю по очень оживленной улице, много народу. Хочется что-нибудь купить, например, попить какого-нибудь сока или чего-то еще, но очереди просто конские. Отстаивать в каждую не хочется, поэтому продолжаю пить просто свою водичку из бутылочки. У китайцев довольно странное взаимоотношение с животными, с собаками и кошками. И, например, вот так можно просто в корзинке держать щенков хаски, блин, в 27 градусов тепла, представляете? Когда так много людей, очень сложно, видимо, привлекать внимание к своему магазину. И вот тут в каждом магазине стоят девушки с ценниками и хлопушками. И такой шум. Россия, ты ли это? Что это за здание? Почему оно так похоже на российское? Очень большие перекрестки. Прям обалдеть, сколько места. Значительно потеплело, кстати, и поэтому я переоделась, как вы видите, в маечке, в шортике. Купила освежающий арбузик. Очень прикольно, потому что экологично и полезно. Правда, продавалось оно возле дороги. Уже сомнительно, насколько оно полезно. Вот, могу вам показать чувачка какого-то. Не знаю, кто это, если честно. Но, похоже, очень важный дядя. Может, это Мао? Я не знаю, прическа у него не очень. Итак, раз уж я просто гуляю, то я решила зайти в музей сычуанского искусства. Вход бесплатный, на входе только где-то, сейчас, не знаю, не будет видно, наверное, возле мужичков надо оставить свою воду. Надеюсь, что мою бутылочку никуда не утащат, потому что это подарок. Если мой переводчик правильно перевел с китайского, а я правильно прочитала на английском, то вот это большая такая картина, на которой около 460 различных персонажей в разной одежде, все занимаются какими-то разными вещами. И это, если правильно опять же называется, то это какой-то жасминовый фестиваль, который знаменует приход весны, различные весенние развлечения. Но 460 людей – это, конечно, огонь. И один козлик, видимо. Хорошо, что выставка не очень большая, а то я не сильна в искусстве. И я не успела устать, посмотрела на красивые картинки. А мы идем дальше. Время заселяться в мой отельчик. Все отели я выбирала максимально бюджетные. По-моему, самый дорогой у меня за 2000, а до этого все там 1500, 1200. Я заселилась в гостиницу и теперь пришла на такую улицу, или скорее такая историческая достопримечательность. Называется Хуан Али Джай Али. По-моему, там переводится как широкая улица, узкая улица. Здесь должно быть много всяких крутых штук, много сувениров, много еды и, наверное, высоких цен. Ну что ж, посмотрим.
что я видела, самые основные вещи в этой улице – это специи, вернее, острый перец чили, это различные чаи, очень-очень много чая. Также я видела много жемчуга, прям такие знатные магазинчики с жемчугом, и различные ремесла. Вот, например, как что-то долбят. Я не поняла, если честно, что, но мадам у них там одна ходила вся в металляшках, такая прям просто огонь. Мне кажется, вот в России бы было прикольно такое встретить. Интересно, есть ли у нас где-нибудь в России такие города, где вот так же безумно одержимы каким-нибудь местным животным, например? Тут, например, панда в хрюшке и в зайке. Здесь панда, я не знаю, в динозаврике, в какой-то кошечке. Вот еще, наверное, это коровка, тигр, курочка и даже в платьице. Мне кажется, у нас такого нет, но если есть, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А то, может, я что-нибудь не знаю про нашу страну. Такой интересный контраст зданий здесь, на этих улицах. Вот, например, сзади меня можно увидеть такое, ну, действительно старинное, такое старое здание по архитектуре. Но мы просто поворачиваемся на другую сторону, а там такая какая-то российская, не знаю, пятиэтажечка такая с балконами. И непонятно, как она тут вообще очутилась и почему, что она тут делает. Все, я закончила вас водить по дорогим улицам, по дорогой одной улице, шумной, и решила отвезти вас в парк, где почему-то тоже очень шумно. Парк называется People's Park. Парк для людей. Ну, спасибо.